Вот, да, то есть наименьшей единицей общества является семья. Просто в американской повестке, даже консервативной, нет никакого выхода на эту простую истину, потому что Америка, она началась с либерализма. У Америки, строго говоря, консерватизма никогда не было, и нет до сих пор. То есть вот как бы в этом проблема. То есть консерватизм, как представление, который подразумевал бы представление об обществе, как о совокупности семей, а не индивидов. Потому что американский консерватизм, он индивидуалистический. То есть он постиндустриальный, он капиталистический, он индивидуалистический. Вот. А классического консерватизма тут никогда не было, потому что все классические консерваторы были, в общем-то, лоялисты. Их либо убили, либо они вообще остались дома. Вот как бы там такая проблема. То есть это фундаментальная проблема американского общества, которая может аукнуться. И вот, собственно, налоги на наследство, да и вообще, как и любое посягательство на как бы целостность семьи и вообще на право на наследство, как фундаментальное человеческое право. В общем-то, с точки зрения Эдмунда Бёрка, у человека есть одно право, естественное, это право на наследство. А все остальные права, они либо по наследству тебе перешли в виде привилегий, либо, ну, тебе как бы не получилось, не фартануло, такая твоя доля. Для американского общества это неприемлемый абсолютно взгляд на мир. Я думаю, что объяснять не надо почему. Но это правильный взгляд на мир, потому что мир так устроен, так или иначе. То есть, да, вот есть как бы право на наследство. Вот. Ну, гены, например, ты наследуешь в любом случае, потому что, ну, если, например, мы христиане, потому что Бог вот так создал мир, что вот у человека есть наследуемые характеристики. С этим ничего нельзя сделать. И вот у человека есть воспитание, например. Какое бы оно ни было, оно есть. Да, оно может быть плохое, хорошее, оно есть. Это тоже наследство. Это не, тоже неизбежное наследство. И это указывает нам на то, что у человека есть непреложное природное, естественное право на наследство. А все остальные права, они просто из него либо следуют, либо нет, в зависимости от ситуации. То есть вот получил человек в качестве привилегии возможность торговать на рынке. Ну хорошо, значит он будет торговать на рынке. А если нет, то он не будет торговать на рынке, соответственно. Также, собственно, и с генами. Если человек родился без рук, ну, что поделать-то? Ну, это печально на самом деле. Даже если ему протезирование какое-нибудь, собственно, провести, он все равно будет функционировать не так, как человек, который родился с парой рук. Или вот человек, например, набирает мышечную массу очень просто. То есть он как бы в теннис поиграл, и у него рука толще стала, в принципе, от одного матча. То есть такое бывает. Ну, как бы, да, у такого человека и быт, и жизнь будет отличаться. То есть у людей фундаментально разная физиология, обусловленная генетически, обусловленная внутриутробным развитием, обусловленная развитием в детстве и так далее. Это все разновидности наследства, естественного наследства. Ну и, соответственно, к ним вдогонку должно идти наследство, ну, юридическое, то есть когда человек наследует собственность, когда человек наследует права, привилегии, титулы и так далее. Понятное дело, что для американского общества эта повестка просто не существует. Дело даже не в том, что она ужасна и отвратительна, а никто не в курсе ее просто не было никогда в американском дискурсе. То есть даже если взять самые устаревшие формы американского консерватизма, да, то есть вот старых правых, да, то есть вот палеоконсерваторов. Старые правые, они же палеоконсерваторы. Даже они не считают, что есть какое-то вот там фундаментальное право, там титулы и так далее. Потому что они американцы, они все-таки американские консерваторы. Вот, и, соответственно, это фундаментальная ошибка, это вот как бы фатальный недостаток американского общества, с которым невозможно никак справиться. То есть так же, как американцы каждый раз охуевают от того, что у них политические кланы появляются во власти. То есть Кеннеди, Буш и Клинтон и так далее. То есть типа как так? Никогда такого не было и вот опять. То есть почему у нас внезапно династия там президентская, там еще что-то в этом роде. Также, собственно, и с вопросами наследства. Просто американец не до конца понимает, насколько это важно для функционирования его же общества. И поэтому вот эти посягательства на наследство, именно посягательства через налоги, они, в общем-то, ну, для американского общества довольно опасны. Европейское общество может себе это позволить, а американское, с моей точки зрения, нет. То есть такая моя здесь позиция.